Всех приветствую на канале. В данном видеоуроке мы будем вязать сумочку из рафии, мини-версию сумочки Валентина. Сейчас такая мега популярная в этом сезоне, но я решила связать мини-версию. Я связала две такие сумочки, то есть у меня коричнево-желтая и коричневый с бирюзой. Так, вот такая рафия у меня, где в 200 граммах 240 метров. Этого очень-очень много. То есть вы можете связать и сумочку, и шляпку заодно. Потому что в одном моточке здесь 240 метров. Этого очень много. Нам на сумочку необходимо будет, ну, где-то третья часть такого моточка. Рафия бумажная. Вязать также можно, если вы новичок, то лучше вязать из рафии Испи. Она более гладкая и более... но она дороже. Но вяжется попроще, чем из бумажной. В работе у меня будет крючок номер 3,5. Также я еще покажу вам потом уже, когда буду соединять детали. Это кожаный элемент с замочком и ремешок. Также у нас еще будет схема. Итак, смотрите, вот такая схема. Я схему размещу в видео внутри. Также оставлю в описании ссылку на эту схему. То есть раппорт узора у нас идет 18 петель, если набирать цепочку из воздушных петель, плюс 1 петля. То есть мы будем набирать в длину 3 раза по 18, плюс 1 петля, это всего 55, и плюс еще дополнительно 1 петля подъема. Одним цветом в высоту мы будем вязать 6 рядов. Следующий цвет начинаем с 7 ряда и тоже вяжем 6 рядов. Так что начинаем вязание. Итак, нам необходимо набрать цепочку из 55 воздушных петелек. Как я и говорила, из бумажной рафии вязать не очень-то просто, но она хорошо держит форму. А рафия Испи, да, из нее вязать проще, но как бы если она где-то потеряла форму, то ее необходимо придавать форму ей паром, разглаживать. Набираем цепочку из воздушных петель, нам необходимо 55. Итак, у нас цепочка из 55 воздушных петель. Это раппорт узора 18 плюс 18 плюс 18 плюс 1. И сейчас еще плюс 1 петля подъема. То есть 55 плюс 1 петля подъема. Итак, разворачиваем вязание. Петлю подъема пропускаем. Вяжем за перемычки. Первые 2 ряда это просто столбики без накида. Из бумажной, еще раз повторюсь, вяжется не очень просто. Как для новичков, то, ну, в принципе, можете попробовать. Но форму держит, конечно, идеально. Итак, первый, второй ряд мы просто набираем, мы просто провязываем столбики без накида. Первый ряд 55, воздушная петля, разворачиваемся, вяжем в обратную сторону, снова 55 столбиков без накида. Итак, я связала 2 ряда, просто столбики без накида. И переходим к вязанию 3-го ряда, вязать по схеме. Смотрите, что по схеме мы провязываем 3 столбика без накида, 2 воздушные петли. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В 7-ю петлю 6 отступаем, мы провязываем такой веерок, где столбики с одним накидом чередуются с воздушными петельками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков с одним накидом. И дальше снова 2 воздушные петли, 5 столбиков без накида и повторяем раппорт. Итак, переходим к 3-му ряду. Воздушная петля подъема.
По схеме у нас 3 столбика без накида. 2, 3. Далее 2 воздушные петли. Делаем накид и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем 6 и в 7 провязываем такой веер из столбиков с одним накидом. Между столбиками 1 воздушная петля. Всего должно быть у нас 7 столбиков с одним накидом. Второй столбик. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой и 7 столбик мы провязываем. Смотрите, вот такой веер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков с одним накидом. 2 воздушные петли. Пропускаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в 7 мы провязываем 1, 2, 3, 4, 5. Все повторяем. В конце ряд закончим 3 столбиками без накида. То есть сейчас мы набираем 2 воздушные петли, в 7 снова формируем такой элемент. У нас таких 3 элемента будет. И заканчиваем 2 воздушные петли и 3 столбика без накида. Итак, провязав 3-й ряд, у нас образуется вот таких 3 элемента. Смотрите, закончили 3 столбиками без накида. Делаем воздушную петлю подъема и переходим к вязанию 4-го ряда. Итак, 4-й ряд. Мы провязываем 2 столбика без накида, 2 воздушные петли и будем делать пышные столбики. Можно делать из 3 столбиков с накидом, можно из 4. Из бумажной рафии я буду из 3 делать. Смотрите, как провязываем дальше. Заканчиваем 2 воздушные петли, 2 столбика без накида. Итак, петля подъема у меня уже есть. Провязываю 2 столбика без накида, 2 воздушные петли. И вот в эти 6 арок, которые образовали 7 столбиков с накидом и воздушная петля, делаю накид. 1, накид 2, накид 3. Из бумажной рафии только 3 делайте. Если у вас обычная рафия, можно сделать и попышнее. И 4 провязали, закрепили. Воздушная петля, делаем накид. 1, 2, 3. Провязали, воздушная петля. Сделайте в арку еще 4 таких пышных столбика. Так, я провязала все 6 пышных столбиков, 2 воздушные петли. И далее нам надо провязать 3 столбика без накида. 1, 2. Ой, смотрите, мы начинаем провязывать первый столбик не в первую петлю, а во вторую, да, потому что в предыдущем ряду у нас было 5 столбиков без накида. 1, 2, 3.
Вот так, 2 воздушные петли. И снова формируем в арке 6 пышных столбиков. И заканчиваем точно так, как начинали. 2 воздушные петли, 3 столбика без накида. Итак, смотрите, мы провязали 4 ряда. То, что вот так вот наша рафия крутится, вот смотрите, она вот такая, так и должно быть, да, это такой рисунок. Когда свяжем необходимого размера полотно, все это у нас мы распрямим паром. И теперь смотрите, 5-6 ряд мы просто провязываем столбики без накида, тоже таким желтым цветом. 7-8 переходим уже на коричневый. Все, просто петля подъема и провязываем 1 столбик без накида. Второй, 3-й, 4-й, там где 2 воздушные петли. Смотрите, здесь мы провязываем над пышным столбиком и в арку. Над пышным столбиком и в арку. Все точно так же. Здесь 2 столбика, здесь 1, 2, 3, 2 столбика и так далее. Вяжем до конца этот ряд и следующий ряд. Просто в каждую петлю столбики без накида. Итак, провязали 6 рядов. Смотрите, провязываем последнюю петлю. Рафию я уже обрезала. То есть здесь мы просто будем таким образом, обрезая, менять цвета. И беру коричневый цвет, закрываю этот ряд. Шесть рядов одного цвета. Да, петельки подтянули. Воздушная петля подъема, разворачиваем вязание и провязываем снова 2 ряда просто столбиками без накида. Ой, смотрите, как красиво сочетаются 2 цвета. Так, хвостики пусть пока висят, они нам не мешают. Так, смотрите, следующее, 7-й, 8-й. Мы провязываем коричневым 9-й, 10-й. Все по схеме 11-й, 12-й. У нас коричневым. И дальше 13, 14, 15, 16, 17, 18 снова желтым. То есть желтым цветом у нас будет 3 ряда и коричневым. Желтым цветом у нас будет 2 полосы, коричневым, желтым цветом у нас будет 3 полосы, коричневым 2 полосы. Я когда закончу, как сменять нить, я вам показала. Далее вяжем все по схеме. Я когда закончу, я вам расскажу, что надо сделать, как будем отпаривать полотно и как далее соединять детали. Итак, смотрите, я связала 5 рядов узора. То есть каждый ряд узора это по 6 рядов. Мы об этом уже говорили. Полотно уже разгладила. Ну, размер получается 32 на 20. Ну, вот тут здесь широкая сторона на 30. И сейчас просто по каждой стороне я пройду один ряд столбиками без накида. Это для лучшего соединения и для красивого края. То есть вот воздушную петельку сделала. И вот таким образом провязываем столбики без накида. По сути получается один столбик, он захватывает как бы каждый провязанный ряд. Заодно здесь вот эта сторона мы прячем хвостики. Здесь у нас будут хвостики, где мы меняли цвет.
Ладно. Возьму вот так. Да, смотрите, видите? 6 рядов. Раз, два, три, четыре, 6 столбиков без накида. Все, вот они хвостики. Их можете красиво ввязывать. Здесь можно больше захватить. И так обвязываем все полотно. Вот по этой стороне здесь понятно, что в каждую петельку мы обвязываем. С противоположной стороны точно так же. Каждый ряд это один столбик без накида. Я вам далее покажу, как мы будем соединять данное полотно в сумочку. Итак, смотрите, сделала я обвязку. Да, еще напомню, что вот здесь, как я вам говорила, что я делала по 6 столбиков без накида, да, но там, где широкая часть, я их делала 10. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Вот одна часть уже, вторая пошире. То же самое здесь 6 и 10. На уголках воздушная петля и далее по прямой. То есть обвязала со всех 4 сторон. С противоположной стороны мы тоже делаем обвязку. Далее складываем лицо с лицом. Вот у меня лицевая сторона. Я здесь и обвязку делала. То есть она немножко красивее. Здесь вот эти пышные столбики, они такие покрасивее. И вот так у нас, чтобы ракушки шли в сторону. Складываем не так, а вот так, чтобы на нашей сумочке она была вот такая вот. По вертикали эти полосы у нас шли. И вот лицо с лицом я сейчас последнюю петельку сделаю соединительной. И ровненько сложили. И вот таким швом я соединяю. Так. Соединительными петлями такими с одной стороны. Здесь в принципе не важно, с какой стороны они у вас будут идти, эти соединительные петли. Так, вот так вот захватили на одной, на другой стороне. Все, с одной стороны соединяем. И с другой стороны. И еще мы с вами сделаем донышко, то есть здесь вот так вот. Сейчас, когда соединю, я покажу. Итак, после того, как соединили одну, вторую деталь, я вторую еще не соединила, я сейчас вам покажу, как мы вот с изнаночной стороны делаем уголок. Это внизу будет наше донышко. И там, где сантиметров... Вот так вот мы измеряем сантиметров 5, у меня будет донышко, да, вот так вот, вот. То есть в этом месте мы сейчас проходимся точно такими же соединительными петельками. Если боитесь, что не получится ровно, можете себе наметить, где именно делать строчку. Вот такими соединительными петлями просто как бы отсоединяем уголок. Получается вот такая косичка у меня. Я думаю, что видно как раз 5 сантиметров. Ну и аналогично делаем по противоположной стороне. Хотите закрепить лучше, здесь проложите еще одну косичку поверх. То есть пройдитесь еще обратно. Итак, вот смотрите, как выглядит сумочка. Вот эти уголки. Вот. То, что мы носик как бы закрепили. И от этого у нас получается такое вот донышко. Смотрите, как по краям выглядит. И вот внутри. Далее еще один ряд пройдусь столбиками без накида. У меня потом идет вот такая молния. Вот так вот просто прикладываю, ну, после того, когда пройдусь один ряд, видите, она как раз на то расстояние, где заканчивается коричневый цвет, вот так вот посерединке.
Далее вот это я буду скреплять кольцами и присоединять ремешок. Здесь вот такие строчки есть, просто желтой ниточкой, вот так вот прикладывая, просто пришиваем с одной стороны и с другой стороны. По желанию сюда вшиваем подкладку. Конечно же, с подкладкой сумочка будет смотреться добротнее, интереснее, красивее. Я же пошла пришивать свою молнию. Потом присоединю кольца. Сначала пройдусь один ряд столбиками без накида. Пришью молнию, присоединю кольца и ремешок. И покажу вам готовый результат. Итак, сумочка готова. Смотрите, пришила молнию. Просто обычно вот такие вот стежки у меня внутри. Здесь, конечно, идеальнее, чтобы сумочка внутри была подкладка, да, можно будет сшить либо желтую, либо коричневую. Смотрите, кольца и вот такой вот ремешок. Всю фурнитуру, где я покупала такую рафию, замочек и такой ремешок, оставлю ссылку в описании под данным видео. Сумочка получилась невесомая. Сейчас скажу размеры. Так, если, ну, давайте, если вот здесь смотреть, получается 26 сантиметров, высота 17. Ну и глубина получается 5 сантиметров, так как мы делали уголочки 5-6 сантиметров. На все про все вот желтого у меня еще остается вот такой ролл, коричневого соответственно тоже, поэтому для такой сумочки можно связать панаму, шляпу, даже из остатков можно тоже сделать цветную, можно какого-то одного цвета. У меня еще такая же голубая с коричневым, да. Вы на какой стороне? Желтый с коричневым или голубой с коричневым? Я себе вот эту сделала для джинсовой юбки на лето. Вот эту подарю сестре, у нее желтые балетки. Вот, смотрите, как вот это выглядит. Сюда буду еще делать голубую, у меня такая есть голубая ткань. Буду шить подкладку. Моя на цепочке, потому что здесь все-таки больше подходит белые кольца, да, серебристые. Вот, поэтому здесь, несмотря на то, что цепочка, ну, не нашла я ее желтую, она у меня серебристая, но здесь это не так заметно. Вот такие получились две легкие сумочки из рафии, из бумажной рафии. Можно делать, в принципе, из любой рафии. Даже можно попробовать из шнура 2 мм. Тоже хорошо получится. Если была вам полезна, от вас, пожалуйста, лайки, комментарии. Всем пока-пока и всего самого хорошего.